Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим баклажанную закуску, и готовить мы ее будем очень интересным способом. Для этого нам нужно подготовить такую смесь: чайная ложка соли, 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое, и стакан воды. Все как следует размешиваем. У меня 2 небольших баклажана, я их не очищаю от кожуры. Баклажаны нам нужно нарезать на кружочки толщиной примерно 1,5–2 сантиметра. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Вот такие кружки у нас получаются, достаточно толстые. И каждый кружок нам нужно обмакнуть в смесь масла, воды и соли. Выкладываем баклажанные кружки на противень, выстеленный пекарской бумагой. Запекать мы их будем в заранее разогретый на 200 градусов режим конвекции, это обдув духовки, до румяности. Пока запекаются баклажаны, будем готовить маринад. Перчик чили, я убираю семечки, но если вы хотите, чтобы маринад был более острым, можете семечки оставить. Нарезаем на маленькие кусочки. Этот способ я подсмотрела у израильского шефа, зовут его Рон Йохнаанов. И теперь я думаю, что этим способом я буду всегда запекать баклажаны. Мне он очень понравился. Также для маринада нам понадобится измельчить 3 зубчика чеснока. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Несколько веточек петрушки и несколько веточек кинзы мелко нарезаем. Добавляем пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара. Сахар можно заменить медом. И чайную ложку кунжута. Также добавляем 2 столовые ложки уксуса. У меня уксус яблочный, натуральный, органический. И 4 столовые ложки растительного масла. У меня масло оливковое, очень ароматное и очень вкусное. Все как следует перемешиваем. Наш маринад готов. Достаем баклажаны. Они у меня пеклись 20 минут в духовке в моей. Посмотрите, какие они румяные. Они румяные с обеих сторон. Но они не сухие, они остались мягкими и сочными. Очень нравится мне этот способ. Собирать закуску мы будем в латке, в которой и будем подавать на стол. На дно латки выкладываем немножко маринада. И на маринад выкладываем кружочки запеченных баклажанов. Затем на каждый кружочек выкладываем маринад. И так продолжаем. Слой кружков баклажана, слой маринада и так до конца. Верхний слой – это маринад. Накрываем пищевой пленкой и убираем минимум на 2 часа в холодильник. У меня баклажаны стояли всего час в холодильнике. Я дольше не выдержала. Друзья мои, это так вкусно, это так нежно, так сочно. Приготовьте.